Всем доброй ночи. Дорогие друзья, я решила подарить этот ритуал практикам после того, как узнала, что этот ритуал спас мне жизнь, когда мне было 3 месяца. В 3 месяца у меня обнаружили рак крови. И по непониманию, по невнимательности, не знаю уж как назвать, не уследили. И когда меня отвезли в Ереванскую больницу, доктор сказала, что у меня уже начинается сепсис, отравление крови, и что невозможно меня спасти. В то время моя прабабушка болела. Она в основном лежала, мало говорила, мало двигалась. После того, как я стала ходить, ей стало легче. Я помню, что я сидела с ней сутками. Когда меня забирали спать, она обижалась. То есть она была человек уже немощный в этот момент. И прожила буквально несколько лет после моего рождения, и ее не стало. Но, как ни странно, она как бы пришла в здравый ум после того, как я начала разговаривать, понимать. И я ее очень четко, отчетливо помню. Я знала, естественно, что были у нее различные так называемые молитвы. Эту тетрадь мне удалось забрать. Много чего еще я слышала. Много он передал, то есть она, извиняюсь, передала моей бабушке. Усталость сказывается, поэтому устаю в разговоре тоже. Много чему научила она и мою маму. То есть примерно таким же ритуалом, как я учу вас. То, что не навредит простому человеку. Ну, например, пламя воплощения есть у меня такой ритуал. Это я взяла у нее. Просто я делаю более современный, добавляя свои знания и делая эти работы более европейского склада, да, чтобы люди понимали, о чем речь, заменяя восточные элементы западной магии. Но в любом случае, очень многое я беру у нее. Дорогие друзья, я этот заговор, который создала на основе ее знаний, использовала много лет. И с помощью этого заговора, этого ритуала, мне удавалось много лет останавливать онкологию. И эти благодарности, эти СМС многие из вас видели. Хотя я всегда говорю, что лечить должны врачи. Но остановить, но помочь человеку, но усилить человека возможно. Лечение бросать нельзя ни в коем случае. Ни в коем случае. Лечить должны и обязаны врачи. Они для этого и созданы. Но помочь, усилить организм особенно приятно, когда врачи приходят в шок от того, что остановились метастазы. Продлить жизнь человека, спасти жизнь человека – это великое дело. Я вам напомню слова из египетской книги мертвых. О тот, который делает все, чтобы спасти идущих на смерть, знай, 7 твоих поколений будут благословлены. 70 поколений будут жить под защитой. Боги не забудут твое доброе дело. Будем надеяться, что так и будет. Будем надеяться, что после меня
много поколений людей, которые будут приходить, пользоваться моими работами. Где-то даже не будут знать, что это мои работы, потому что воруют как сейчас, так и потом. В любом случае, каждое их благодарение, благословение уйдет моему роду и моим детям. Ваше добро выйдет навстречу вашим детям однажды. Армянская поговорка. Пусть так будет. Так вот, вот этой работой я очень многим помогла. Дорогие друзья, многие, которые на форуме пишут, люди, писали 2 года назад, 3 года, сейчас пишут. Если бы они не встретились со мной, говорю без лишней скромности, сейчас эти люди бы не писали ничего. Их бы просто не было физически. Многие из них уже были на пороге. Уже прощались с жизнью. Они живы-здоровы. И врачи не знают, как это объяснить. Это полнейшая реальность. У меня есть один ритуал. От онкологии я подарила практика. Вот этот ритуал — остановить метастазы и убрать смерть. Почему я сейчас хочу подарить вам? Потому что буквально недавно, разговаривая с одной из моих родственниц, я узнала эту правду. Вот буквально недавно. Я вам говорила о том, что в 3 года 4-я стадия рака. Это просто невероятно. Никто не выживает, особенно в таком маленьком возрасте. И я выжила. И она мне сказала, что когда пришли и сказали, что больше ее не будет, что ребенок умирает, она попросила принести ей траву, еще что-то, мою рубашку, и что-то там начитывала. Потому что она была очень строгая женщина, очень жестокая, жесткая, строгая женщина. Очень. Ее боялись все в селе, реально боялись. Я помню, как она оплюху дала моей бабушке, своей снохе. Что-то такое было, и она посмеялась, и вот моя прабабушка как дала ей, что ты рот свой открыла. Вот такая была женщина, все ее боялись, ну да ладно. И она что-то сделала, и когда я сравнила с этой тетрадью, с тем, что она делала, с красной тканью, с моей рубашкой, я поняла, что она сделала вот этот ритуал. И этот ритуал, дорогие друзья, спас меня, и я с вами разговариваю. Жива, здорова, и вроде приношу пользу миру. И когда я это узнала на днях, я предполагала, но просто как бы напрямую я это не слышала, и когда она мне сказала, ты не знаешь, что, а вот она это сделала, да. Мне стало как-то так не по себе, что я столько лет, видимо, не зря на днях она мне приснилась, что я столько лет не знала даже, что моя прабабушка меня спасла, вернула с того света. Я хочу подарить этот ритуал практикам. И те люди, которым я остановила метастазы, которые живы, которым лечение пошло впрок, которые пишут в форуме, и пускай они живут долго и счастливо, потому что я рада, что я смогла, даже отдавая свои силы, спасти им жизнь. И я хочу помочь практикам останавливать метастазы рака. Но я вас предупреждаю, те, которые меньше 10 лет практикуют, даже не вздумайте подойти к этому ритуалу. Даже не вздумайте. Я вас предупреждаю, ответственность на вашу голову. Даже не вздумайте, перетяните на себя. В один прекрасный день проснетесь с этим, и все, конец. Те, которые не уверены в своих силах, даже не вздумайте это трогать. Дорогие друзья, можете обижаться, можете нет, но не надо равнять себя со мной, всем и вся. Реально не надо. Я представитель очень сильного рода.
Вы уверены, что у вас в роду были такие сильные ведьмы? Если не уверен, не трогайте. Просто не трогайте, это ваше дело, это ваша жизнь, я вас предупреждаю. Только имея большой опыт, только будучи уверенной, можно трогать такие ритуалы. Погибнете, поверьте мне, погибнете. Вы не сравниваете, что я такие вот рисковые вещи делаю. Я просто уже много лет, во-первых, в этой сфере. И я знаю многих, которые говорили, якобы занимаются магией и очень боятся вообще этого всего. А может, они и правы. Бойтесь, это не игра. Простым людям даже близко не подходить к этой работе, вообще к таким работам. Не смейте даже думать об этом, если хотите жить. Итак, сосновые почки. Траву называть не буду. Корни осины. Осиновые, все, кора осины. Красная ткань или материя. Фотографии человека под ним, вот внизу, закрыто. Черный алтарь, красный алтарь. Черная свеча на изголовье, восковая. Остальное можно какую угодно. И эта свеча должна догореть. Потом 40 монет, черный хлеб, водка. Отнести под дерево. Потом нужно будет сказать, что делать надо этим людям. И самое главное в этом деле – волчья коготь. Коготь волка необходимо в этом ритуале как воздух. Иначе не получится. Ну или получится 70%. Просто начитать недостаточно. Читать надо 40 раз. Сейчас покажу, каким образом. У меня несколько когтей волка, медведя. Я много чего показываю, много нет. Это показываю почему? Потому что человек, который мне отправила, она знает, кто. Да, солнце мое. Вот этот волчий коготь, который ты мне отправила, вот этим я, собственно говоря, остановила метастазы у твоей сестры. Так что ваше добро выйдет вам навстречу, это не пустые слова. Считай, что ты тоже причастна к тому, что она жива. Коготь волка. На изголовье травы зажигаем сначала. Почему, как эти травы? Вопросы задавать глупо и не стоит. Потому что так надо. Есть вещи, которые я просто делаю, потому что делают. И делали до меня веками. Дальше. Кстати, я сегодня готовилась к ритуалу и после чего-то испугался. Бегом прибежал и лег рядом. Я говорю, Пусек, что такое случилось? Кого-то увидел? Наверняка. Извиняюсь. Работы-то сильные. Естественно, кого-то кто-то видит. Определенные травы создают определенную энергию и сетку невидимую, которая тянет, притягивает некоторые силы духов, нужные для работы. Вот в чем роль трав. Как-нибудь сниму более подробно. Не интернетную информацию, которая везде и всюду есть, а то, что вы еще не знали. Сила трав, сила дерева, осин,
мне в помощь в моем деле. Помоги, подсоби, чтобы получилось, как мне нужно, как я скажу, как я укажу, как я прикажу. Да будет так по слову моему. Истинно. Я говорю о духе, повторяю, аминь. Я говорю о духе, повторяю, аминь. Один раз прочитаю, выключу и дальше продолжу свою работу. Я говорю о духе, повторяю, аминь. Итак, коготь волка. Значит, слева направо крутим. И читаем 40 раз. Поле черное, поле злобное, по полю ползают злые корни, смертоносные корни, ядовитые корни, месяц кровавый, духи древние, все в том черном поле, возле тех злых корней, рубите корни, сожгите корни, остановите смерть. Рубите корни, сожгите корни, остановите смерть. Рубите корни, сожгите корни, остановите смерть. Заклинаю я те корни, проклинаю я те корни. Сохни, черная зараза. Сгинь, сгинь, сгинь. По тому полю ходит волк мохнатый, зубастый, ищет скот рогатый. Волк-вурдалак, волк-повелитель волчьей стаи, великий вожак. Напади на корни, грызи их, убивай, спуску не давай. Не сгубить им душу, запрети корням расти, чтобы они тело в плен не брали, кровь и кость не драли. Волчьим когтем сдираю болезнь, волчьим когтем сдираю болезнь, волчьим когтем сдираю болезнь. Сияк, Абисак, помогите мне, подсобите мне. Черные корни сохните, как волк драл овец, да скот рогатый, так волк когтем дерет и сдерет, болезнь уберет. Волк могучий, вурдалак мохнатый, сияк, Абисак, черной ночью доброе дело творится, а тело от злой болезни навек освободится. Слова мои бьют в цель, заклинаю. Как волк драл овец, да скот рогатый, так волк когтем дерет и сдерет, болезнь уберет. Волк могучий, вурдалак мохнатый, сияк, Абисак, черной ночью доброе дело творится, а тело от злой болезни навек освободится. Слова мои бьют в цель, заклинаю. Как волк драл овец, да скот рогатый, так волк когтем дерет, сдерет, болезнь уберет. Волк могучий, вурдалак мохнатый, сияк, Абисак, черной ночью доброе дело творится, а тело от злой болезни навек освободится. Слова мои бьют в цель, заклинаю. И вот так вот дерете эту болезнь и читаете 40 раз. В конце каждый раз по 3 раза концовку заклинания. Я извиняюсь, мне немножко нехорошо, потому что я сейчас не просто вас
обучаю, я еще и делаю. Сейчас отключу и дальше продолжу. Еще раз предупреждаю, у кого меньше опыта, меньше, чем 10 лет, не смейте даже трогать. Если не хотите себя сгубить, не смейте. Ой, фу. Не вы, так ваши дети могут за это расплатиться. Не надо, дорогие друзья, не надо. Не уверены, не трогайте. Это опасные вещи, и не надо равнять со мной. Я перешла уже все границы риска. Мне это дается, но не всем дается. Знаете, что можно Юпитеру, нельзя быку. Даже если вы что-то делали, у вас получалось, это не значит, что вы можете взяться за онкологию. Даже не вздумайте, все, мне нехорошо. Давайте отключусь. Думаю, уже все объяснила. Фу. Всем удачи.